Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале Екатеринбург-Пассажирский для того, чтобы уже завтра, 2 декабря, через полчаса выехать в Тобольск, для того, чтобы уже из Тобольска вылететь обратно в Екатеринбург первым рейсом авиакомпании ЕВТ Аэро. Я сейчас еду на железной дороге, примерно через 10 часов я буду в Тобольске. Цена вопроса в плацкарте 1500 рублей. Это примерно в 2 с лишним раза дешевле стоимости перелета Екатеринбург-Тобольск. Это будет завтра, или Тобольск-Екатеринбург. А цену за авиабилет вы узнаете чуть попозже. Сейчас посмотрим путь на железной дороге. Друзья, выехали из Екатеринбурга на 43 минуты позже, приехали на 2 минуты раньше в Тобольск. Едем в центр. Друзья, я нахожусь в центре Тобольска. Здесь уже стоит елка. Сегодня 2 декабря. Нахожусь я рядом с Тобольским Кремлем. Можете туда зайти перед вылетом из Тобольска или когда сюда прилетите. Здесь очень хорошая культурная программа. Рекомендую.
Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня я нахожусь в аэропорту Тобольска. Отсюда первый рейс авиакомпании ЮВТ Аэро. В 14:35 вылет 2 декабря. Прилет через 50 минут по расписанию авиакомпании. В 15:25. CRJ 200 будет. Сейчас посмотрим, какая будет загрузка на рейсе в Екатеринбург. Это, я так понимаю, что возобновленный рейс ЮВТ Аэро, который был примерно год назад. А еще раньше летала авиакомпания ЮТР. Я зарегистрировался онлайн совершенно спокойно и бесплатно часа за 3 до вылета. Сейчас погода достаточно хорошая. Стоимость билета 3315 рублей. Для сравнения, я сюда ехал примерно за 1500 на плацкарте, часов 10. Поэтому сами решайте, насколько вам выгодно ехать на ЖД или на самолете лететь в Екатеринбург. Чтобы вы понимали, примерно до Ижевска расстояние чуть меньше на 50 километров, и там летели примерно минут 47-48. Ну и из Ижевска в Екатеринбург тоже, поэтому где-то 50-55 минут это плюс-минус реальное время. Сейчас посмотрим, как выглядит аэропорт Тобольска. Я здесь был уже года 3 назад, наверное, прошло, вы помните, был спецвыпуск. Посмотрим, как он изменился на сегодняшний день. Сюда я доехал на Аэроэкспрессе. Здесь они ходят, специальные автобусы. Вот, наверное, вы видите, за моей спиной стоит. Стоимость 94 рубля. Я, наверное, показал, как я сюда ехал. И эти аэроавтобусы приходят примерно часа за полтора до вылетов под каждый рейс из Тобольска. На этом автобусе Аэроэкспрессе я приехал из центра Тобольска, с Кремля. Расписание можно посмотреть на сайте этого автобусного предприятия, но там оно на 10 минут указано раньше. Регистрации номер 2. Attention please, check in for UVT Aero, flight 219 to Yekaterinburg. Check-in counter number 2 is closing now. You can also use self-service kiosk located in departure hall. Вот уже объявили о том, что наша регистрация заканчивается. Рейс в Екатеринбург есть. Здесь находятся стойки регистрации с изображением Семена Ремезова. Вот такое оно сборное изображение. Сувенирный магазинчик. Елка. Здесь вот такое интересное чемоданное место с направлениями. Елочка, еще раз. Места для ожидания. Туалеты. Там находится бизнес-зал. Небольшое, но вместительное достаточно кафе. Вот такой интерьер с подсветкой. Места для раздельного сбора мусора. Автобус, на котором я приехал. В принципе, аэропорт симпатичный. Сейчас я пойду, получу посадочный талон и на вылет.
Небольшая чистая зона. Немного мест для ожидания. Ну, наверное, для сверхджета, например, этого достаточно. А для какого-нибудь суперджета, наверное, уже будет маловато. Сами считайте, сколько мест. Везде карта региона. Ну, наверное, исторические карты. Прилетел наш самолет ЮВТ Аэро Сверхджет в такой раскраске с быком. Что это означает, пишите в комментариях. Пожалуйста, приятного полета. Спасибо. До свидания. Так, друзья, что сейчас произошло, рассказываю. Я никогда такого не делал, но это будет впервые в моей практике. Значит, зашел я в самолет, снял, и бортпроводника снял, и салон снял, сделал хороший обзор. А потом во время полета, даже уже еще перед полетом и во время полета, сначала бортпроводница попросила удалить видео с ее изображением, а уже во время полета она попросила вообще убрать все изображения, видеоизображения салона. Поэтому обзор салона я вам, наверное, не покажу, но какие-то локальные кадры все-таки я вставлю. Ну и плюс забортные виды тоже я вам сейчас покажу. Их у нас никто не отнимет. Время в пути составит 1 час. Рейс выполняет экипаж авиакомпании ЮВТ Аэро, командир корабля Супонин Владимир, бортпроводник Эльвина. Пусть ваше путешествие с ЮВТ Аэро будет приятным, и деловая поездка результативная. Рекламный партнер ЮВТ Аэро компании Татнефть желает вам приятного полета. Херликан, Карматлехен, энергомытатель, корабль командира Хэмптоне. В самолете 4 выхода, обозначенных словом «выход». Выход с левой стороны с откидным трапом, выход с правой стороны находится в передней части самолета. 2 выхода на крыло находятся в средней части самолета справа и слева по борту. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. На борту самолета имеется необходимое кислородное оборудование. В случае разгерметизации кислородные маски выбрасываются автоматически с кислородного блока над вашим креслом. Если это произошло, потяните одну из масок и плотно прижмите ее к рту и носу. Закрепите маску, кислород пойдет автоматически, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, потом ребенка. Все кресла оборудованы привязными ремнями. Ваши привязные ремни должны быть пристегнуты, как только загорится световое табло, пристегнуть ремни. Чтобы пристегнуть ремень безопасности, ставьте металлический наконечник в пряжку, длина ремня регулируется. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармашке впереди стоящего кресла. Сейчас, пожалуйста, спинки кресла приведите в вертикальное положение, застегните ремни безопасности. Во время взлета и снижения самолета просим вас не пользоваться переносной электронной аппаратурой, в том числе мобильными телефонами, и перевести их в авиарежим. В соответствии с законом Российской Федерации о запрещении курения на воздушном транспорте в целях обеспечения безопасности полета на борту не разрешается курить в течение всего полета. Туалетная комната на борту самолета оснащена датчиком дыма. В связи с требованиями по безопасности полета во время взлета самолета освещение в салоне будет полностью выключено. При необходимости пользуйтесь, пожалуйста, лампочками индивидуального освещения, которые находятся над вашим креслом. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, in case of emergency evacuation, use method emergency. Уважаемые дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что спинки кресла приведены в вертикальное положение, привязные ремни пристегнуты, откидные столики убраны. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready to take off. Ensure that the seat belts are fastened to the appropriate position. Visitors are disposed. Thank you.
вас приготовиться к посадке, пристегнуть ремни безопасности. Благодарю за внимание. Уважаемые дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что спинки крепко приведены в вертикальное положение, привязные ремни пристегнуты, откидные столики убраны. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту города Екатеринбург. Температура в районе аэропорта минус 6 градусов. Просим вас не вставать со своих мест до полной остановки самолета и прекращения работы двигателей. К выходу мы вас пригласим дополнительно. Пожалуйста, не забывайте свои личные вещи в салоне самолета и на багажных полках. Багаж вы сможете получить в здании аэровокзала. Будьте внимательны и осторожны при выходе из самолета на трап. Наш рейс закончен. Мы благодарим вас за полет самолетом авиакомпании ЮВТ Аэро. Будем рады новой встрече с вами. Командир корабля и экипаж прощается с вами и желает вам всего доброго. Благодарю за внимание. Хөрмәтле кунакlar, самолет самолет Екатеринбург аэропортына килеп җитте. Корабль командиры һәм экипажыбыз белән сау булышып, сезгә зур уңышлар телим. Хәерле юл сезгә, исән сау булыгыз. Let's adjust the plan. Let's take off Екатеринбург. Hotel, due to your request to remain seated on the custom conference box, please be careful and respect the leave the aircraft and flights and aircraft landings on the flight. Уважаемые пассажиры, авиакомпания ЮВТ Аэро 220 в Тобольск. Посадка на рейс закончена. Традиционная кольцовская елка. И чтобы вы понимали, что Тобольск тоже с задержкой, вот я показываю вам расписание. Друзья, прилетел в Екатеринбург, аэропорт Кольцово, подвожу итоги. Аэропорт Ремезов замечательный аэропорт города Тобольска. Очень клиентоориентированный, душевный, ставлю 5. И вот с таким большим плюсом за хорошие съемки еще от себя добавляю. Аэропорт требуется в развитии, в разных маршрутах, и это зависит от вас, друзья. То есть вы прямо сейчас начинаете писать авиакомпаниям для того, чтобы они с ваших соседних домашних аэропортов запускали новые рейсы в Тобольск. Хороший город, я надеюсь, что я показал здесь кадры культурной программы
к которым мне удалось приобщиться, например, в Тобольском Кремле. Все было очень замечательно. А далее авиакомпания ЮВТ Аэро. Но такого у меня еще не было, наверное. А к вышесказанному добавлю, было всего 5 пассажиров, и так получилось, что мое место оказалось рядом с человеком достаточно крупной комплекции. Чтобы его не беспокоить, я сел рядом, в другой ряд, недалеко, совсем рядом с другими пассажирами, но бортпроводница, фактически приказала мне сесть рядом с этим человеком, потому что у меня там место, центровка и так далее. В общем, не думаю, что что-то критичное бы изменилось, но вот такая ситуация вышла. Я даже не знаю, не могу слова подобрать. Это и не клиент-ориентировано, и, вроде бы все как-то по правилам, но не знаю, наверное, не очень позитивно вышло, что ли. В итоге этот человек, занял и свое место, и чуть-чуть моего, и вот таким образом летели. Я думаю, что какие-то кадры вставили. То есть я не против людей с большой комплекцией, я по поводу того, что достаточно было много места, и можно хотя бы в соседнем ряду сесть. Но мне этого сделать не разрешили. Вот такая вот клиентоориентированность. И за то, что съемки были запрещены, даже попросили удалить и не показывать эти кадры внутри салона. Кое-что я, наверное, вставил, какие-то очень локальные кадры. Ставлю авиакомпании даже не 1, друзья, а 0 баллов. И это абсолютно точно черный список. Не рекомендую к съемкам вообще. И к полетам тоже клиентоориентированность и обслуживание, такое. Конечно, это мое субъективное мнение, у вас может быть другое впечатление сложилось, если вы летали ЮВТ Аэро, поэтому можете к моему мнению не прислушиваться. Вот там что-то очень сильно шумит, я надеюсь, что меня слышно. И аэропорт Кольцово, в котором что-то очень сильно шумит, что-то взлетает, наверное, или, наверное, что-то очень винтовое садится или пробует взлететь. 5 баллов я оставлю. Замечательный аэропорт, отличный мой домашний аэропорт. Всем хорошей погоды, вот уже елочку там нарядили. Всем пока, до новых обзоров. Счастливо!